1998 году в Перу был найден металлический диск, покрытый загадочными символами. Анализ показал, что его состав включает элементы, которые не могли образоваться естественным образом на Земле. Сплав оказался в 3 раза прочнее стали и весил при этом значительно меньше. Ученые были шокированы, так как не могли объяснить, как древние цивилизации более 3000 лет назад могли создать такой материал. Обнаружение диска привлекло внимание экспертов по всему миру. В лабораториях начались работы по его исследованию, и результаты показали необычные свойства. Сплав демонстрировал устойчивость к коррозии и высокие температуры. Это открытие поставило под сомнение все ранее известные факты о металлургии древности. Никакие современные технологии не могли воссоздать подобный материал, что вызвало вопросы о технологическом уровне древних мастеров. Специалисты начали изучать исторические источники, чтобы выяснить, есть ли упоминания о подобных сплавах в древних текстах. Они исследовали записи греков, римлян и других цивилизаций, включая летописи шумеров и египтян. Некоторые тексты содержали странные описания. Например, в одном из древних манускриптов упоминался металл, который светится при луне. Это высказывание привлекло внимание ученых и стало объектом дальнейших исследований. Несмотря на упоминания о технологических достижениях древних культур, следы загадочных сплавов оставались неясными. Ученые начали собирать данные о возможных методах их производства, включая эксперименты с традиционными металлургическими техниками. В университете Кембриджа группа исследователей попыталась воссоздать бронзу, используя только доступные в древние времена материалы, такие как медь и олово. Однако, несмотря на все усилия, результаты оказались далеки от ожидаемых. Сплав не достигал ни прочности, ни легкости оригинала. Тем временем новые артефакты продолжали появляться по всему миру. В Индии были найдены загадочные металлические предметы, а в Китае — изделия с аналогичными свойствами. Каждый из артефактов вновь поднимал вопросы о возможностях древних технологий. С каждой находкой исследователи все больше осознавали, что за этими артефактами скрыты тайны, способные перевернуть наше понимание истории человечества. В фокусе внимания оказались не только физические свойства металлов, но и способы их обработки. Исследователи пытались выяснить, использовались ли в производстве этих сплавов какие-либо добавки или уникальные технологии, которые могли бы объяснить их невероятные характеристики. Научное сообщество активно обсуждало теории о возможных древних методах, которые были утеряны со временем, и о том, насколько далеко могли продвинуться древние металлурги. Это открытие стало началом новой эры в изучении древних технологий, которая только начинала развиваться. Исследования необычного металлического диска в Перу продолжались, и в лаборатории университета Кембриджа ученые сосредоточились на его анализе. Установки для спектроскопии показали, что в сплаве содержатся редкие элементы, такие как рутений и иридий. Эти металлы часто встречаются в метеоритах, что вновь вызывает вопросы о происхождении артефакта. Наблюдения привели к теории, что древние цивилизации могли обладать доступом к технологиям извлечения и обработки этих материалов, которые сейчас недоступны. Собранные данные были направлены в международную группу исследователей, работающую над проектом «Древние технологии». Специалисты из разных стран обменивались исследованиями, чтобы выяснить, могли ли древние металлурги создать сплав с такими характеристиками. В это время археологи в Месопотамии обнаружили металлические предметы, которые, как предполагалось, могли быть связаны с теми же технологиями. Один из предметов, найденный в древней шумерской гробнице, напоминал образцы из Перу. Тем временем в лабораториях усиленно работали над вопросом, как могли древние цивилизации обрабатывать металлы с такой точностью. Некоторые исследователи начали рассматривать возможность использования высоких температур в комбинации с уникальными условиями. Обсуждения привели к разработке экспериментальных установок, которые имитировали условия, существовавшие в древности. В лаборатории в Кембридже начались испытания по созданию сплавов, вдохновленных самыми ранними находками. Ученые пробовали смешивать медь с оловом, добавляя другие элементы, которые могли бы изменить свойства этих металлов. Результаты показывали, что добавление небольших количеств серебра и золота значительно улучшало прочность сплава, но даже так не удавалось достичь необходимой легкости. В то же время внимание исследователей привлекли древние тексты, упоминающие о металлах богов.
На одном из древнеегипетских свитков описывалось, как боги использовали золотой металл, который светился на солнце и был неподвластен времени. Это упоминание породило новые идеи о свойствах, которые могли быть присущи неизвестным сплавам. Параллельно с научными исследованиями в различных уголках мира обнаруживались новые артефакты. В Китае археологи нашли металлический меч, имеющий свойства, схожие с теми, что были зафиксированы у перуанского диска. Меч оказался легким и прочным, и его химический состав также вызвал вопросы о методах обработки. Исследователи, работающие в разных регионах, начали обмениваться образцами, анализами и результатами тестов. Каждый новый артефакт добавлял к общему пазлу, однако ни один из них не давал окончательного ответа на вопрос о природе этих загадочных сплавов. Сотрудничество между археологами и металлургами стало более тесным, и вместе они разработали план по созданию базы данных, где будут собираться все найденные артефакты с необычными свойствами. Научное сообщество, наконец, осознало, что для понимания устойчивости и легкости этих металлов необходимо изучить не только их химический состав, но и методы их обработки. В лабораториях мира начались эксперименты, которые обещали изменить представление о древних технологиях. Каждый новый опыт приближал к разгадке тайны, которая, возможно, раскроет новый взгляд на историю человеческой цивилизации. В лабораториях по всему миру начались активные эксперименты, направленные на воссоздание свойств загадочных сплавов. Исследователи использовали современные технологии, такие как рентгеновская флуоресцентная спектроскопия и атомно-силовая микроскопия, чтобы детально изучить химический состав и структуру найденных артефактов. Специалисты из Кембриджа разработали новый метод, позволяющий анализировать сплавы на наноуровне. Этот подход открыл новые перспективы для изучения незнакомых металлов. Один из первых крупных экспериментов проводился с использованием образца из шумерской гробницы. Исследователи решили попробовать создать сплав, основываясь на данных о природных ресурсах, доступных в древности. Они собрали медь и олово, добавив редкие элементы, такие как никель, чтобы повысить прочность. Наблюдая за процессом плавления, ученые отметили, что температура, необходимая для достижения однородной массы, была необычайно высокой. Наступил момент, когда необходимо было проверить, насколько полученный сплав приближен к оригиналу. В лаборатории провели серию тестов на прочность и устойчивость к коррозии. Первые результаты оказались обнадеживающими, но не идеальными. Сплав был прочнее меди, но значительно тяжелее, чем ожидалось. Это вызвало разочарование у ученых, которые надеялись на удивительные результаты. Тем временем мир артефактов продвигался вперед. В Индии был найден металлический щит, покрытый странными знаками. Ученые заметили, что его свойства были схожи со свойствами ранее исследованных артефактов. Щит весил всего несколько фунтов, но обладал прочностью, превышающей современную сталь. Ученые начали анализировать его состав, и вскоре выяснилось, что в нем есть следы арсенического бронзового сплава. Этот факт дал толчок новым исследованиям о возможных методах обработки металлов в древности. В это время в Кембридже группа ученых начала сомневаться в правильности своих экспериментов. Некоторые из них начали обсуждать, возможно ли воспроизвести уникальные свойства древних сплавов только с помощью известных методов. В обсуждениях звучали идеи о том, что древние металлурги могли использовать секретные рецепты или даже методы, которые больше не существуют. Это мнение разделяли многие участники проекта, и настала пора проверки гипотез с использованием альтернативных материалов. Один из исследователей предложил добавить в эксперимент уникальные добавки, такие как золото и платина, чтобы проверить, повлияют ли они на устойчивость сплава. Этот шаг вызвал споры среди участников команды. Некоторые считали, что эксперименты с такими дорогими материалами не оправданы, ведь они могли не сыграть никакой роли в древних технологиях. Тем не менее, команда единодушно решила провести тесты, чтобы проверить, может ли добавление этих редких металлов изменить свойства вновь созданного сплава. Сбор образцов для анализа продолжался. Каждый новый артефакт, найденный в разных уголках мира, поднимал все больше вопросов о древних металлургических технологиях. В это время научное сообщество стало наблюдать за тем, как ранее неизвестные методы металлургии начинают открываться заново. Вопросы о производстве, свойствах и использовании этих сплавов только нарастали,
и возникла необходимость в создании международной конференции, на которой исследователи смогли бы обсудить свои находки и продвинулись к разгадке тайны древних технологий. Таким образом, нарастало не только понимание, но и напряжение. Каждый новый эксперимент вызывал споры, и ощущение неразрешимости проблемы становилось все более явным. Ученые осознавали, что открытие секрета древних сплавов может изменить представление о технологиях прошлого и будущем. В лабораториях продолжались исследования, и возникла необходимость в дополнительных исторических источниках, чтобы подтвердить или опровергнуть теории о неизвестных металлах. Группа ученых обратилась к профессиональным историкам и археологам, чтобы исследовать древние тексты и записи, которые могли пролить свет на загадочные сплавы. Каждое новое открытие вызывало интерес, и вскоре стало ясно, что свидетельства о необычных металлах встречаются в большинстве великих цивилизаций. В это время в библиотеке университета Кембриджа команда исследователей наткнулась на архивный документ, относящийся к древним шумерам. Этот текст содержал записи о золотом металле, который, по утверждениям, был использован для создания артефактов, способных противостоять времени. Ученые с энтузиазмом начали анализировать текст, пытаясь выяснить, могли ли шумеры обладать знаниями о сплавах, которые до сих пор остаются загадкой. Параллельно с этим в Месопотамии археологи обнаружили фрагменты древней керамики, на которой были изображены металлы и инструменты, использованные в металлургии. Одна из находок, небольшая печь для плавления металлов, содержала следы оловянного сплава, что подтверждало, что технологии были довольно разнообразными. Однако при анализе следов в печи обнаружили аномальные элементы, которые не соответствовали известным материалам той эпохи. На международной конференции, организованной в ответ на растущее внимание к исследованиям, ученые начали обсуждать найденные исторические свидетельства. Презентация о шумерских записях вызвала настоящую бурю среди участников. Один из историков указал на упоминание металла, который излучает свет в древнегреческих текстах, что вновь подняло вопросы о природе и свойствах древних сплавов. Группа ученых начала сомневаться в том, что все найденные артефакты могут быть объяснены существующими на сегодняшний день технологиями. В ходе обсуждения один из исследователей предложил проверить, не связано ли использование необычных металлов с религиозными или магическими практиками в древних цивилизациях. Эта идея вызвала споры, но в конечном итоге участники согласились, что это направление стоит рассмотреть. Обсуждения перешли к тактике, как можно использовать новые подходы для анализа артефактов, связанных с ритуалами и культурными практиками. В это же время в Латинской Америке был найден новый артефакт — золотая статуэтка инков, покрытая тонким слоем неизвестного сплава. Первые тесты показали, что этот материал не поддавался обычному анализу, и его состав не имел аналогов среди известных металлов. Это открытие вызвало настоящую сенсацию в научном сообществе. Статуэтка могла стать ключом к пониманию древних технологий. Собранные данные указывали на то, что древние цивилизации могли использовать сочетание металлов, которые не были задокументированы в истории. В результате исследователи стали разрабатывать новые методы анализа, чтобы проследить происхождение редких элементов. Возникла необходимость в создании научного центра, который бы сосредоточился на изучении исторических свидетельств о металлургии и искусстве древних культур. Конфликт внутри научного сообщества углублялся. Одни исследователи верили в возможность древних технологий, другие же оставались скептиками. Споры касались не только способов обработки металлов, но и самого существования технологий, о которых шла речь в древних текстах. Ученые осознавали, что каждая находка не только добавляет информации, но и повышает уровень напряженности в исследованиях. Каждое новое открытие лишь укрепляло веру в то, что разгадки древних технологий могут изменить всю историю человечества. В лабораториях, сосредоточенных на воспроизведении древних сплавов, царила атмосфера напряженности. Команда исследователей, вдохновленная последними находками, пришла к решению попробовать воссоздать материалы, упомянутые в древних текстах. Специалисты начали собирать все известные данные о древних технологиях, включая экспериментальные методы и возможные источники редких металлов. Одним из наиболее амбициозных проектов стало создание сплава, описанного в шумерских текстах. Исследователи решили использовать не только стандартные элементы, но и редкие добавки, такие как рутений и палладий, чтобы проверить, сможет ли это приближать их к оригиналу.
Команда работала в условиях строгого контроля, чтобы избежать загрязнения образцов и обеспечить точность экспериментов. Параллельно в лаборатории проводились тесты на прочность и устойчивость созданных сплавов. Результаты оказались неоднозначными. В некоторых случаях новые материалы демонстрировали интересные свойства, но никогда не достигали запрашиваемых характеристик. Каждый неудачный эксперимент вызывал у ученых разочарование, и напряжение в команде нарастало. Некоторые члены группы начали сомневаться в своих методах и в правильности выбранного направления. В то же время известный исследователь доктор Мартин Смит предложил провести более радикальные эксперименты. Он считал, что современные технологии и методы могут быть недостаточными для воспроизведения уникальных свойств древних сплавов. Смит начал разрабатывать концепцию, согласно которой древние металлурги могли использовать нестандартные методы и источники энергии, такие как геотермальные источники или даже метеоритные материалы. Собрав команду единомышленников, Смит начал проводить эксперименты с использованием метеоритного железа. Этот материал, как считалось, мог содержать уникальные свойства, которые не встречались в обычных земных металлах. Параллельно в университетах по всему миру возникали споры о том, насколько такие подходы оправданы. Некоторые ученые убеждали в том, что использование метеоритных материалов — это неуместный шаг, а другие поддерживали мысль о необходимости исследования всех возможных источников. Тем временем в Кембридже произошло неожиданное событие. Одна из команд обнаружила аномалии в своих образцах. Сплав, образованный при смешивании меди, олова и редких металлов, показал необычное поведение при высоких температурах. На этом фоне возникло новое обсуждение о том, как древние маятники могли использовать различные техники для достижения высоких температур, что, в свою очередь, могло привести к уникальным свойствам их сплавов. Внутри команды нарастали разногласия. Одни исследователи сосредоточились на психологии древних металлургов и их возможных методах, другие настаивали на чисто научных подходах. Дискуссии становились все более жаркими, и каждый член команды ощущал нарастающее давление. Каждый неудачный эксперимент ощущался как личное поражение. Вскоре к проекту присоединились новые исследователи, которые привнесли свежие идеи и перспективы. Одним из них был физик, изучавший квантовую механику, который предложил использовать квантовые симуляции для предсказания поведения сплавов при различных условиях. Это новшество вызвало надежду на решение загадки, но также добавило еще больше вопросов о том, как именно могли работать древние технологии. С каждой новой находкой и экспериментом конфликт внутри команды углублялся. Все больше ученых осознавали, что открытие секрета древних сплавов может оказать кардинальное влияние на современные технологии. В противоречиях и спорах исследователи продолжали двигаться вперед, каждый из них мечтая раскрыть тайну, которая, возможно, изменит саму суть понимания металлургии и технологий. Несмотря на все усилия, эксперименты по воспроизведению древних сплавов продолжали сталкиваться с серьезными трудностями. Команда в Кембридже, работающая под руководством доктора Смита, испытывала растущее давление. Каждый раз, когда они получали новый образец, результаты оказывались далекими от ожидаемых. Неоднократные попытки воссоздать сплавы, описанные в древних текстах, заканчивались разочарованием. Никакие комбинации металлов не давали необходимой прочности и легкости. Появились даже слухи о том, что команда находится на грани распада. Однажды, после особенно неудачного эксперимента, когда сплав распался при температуре плавления, группа собралась на экстренное собрание. Участники обсуждали, стоит ли продолжать исследования или сосредоточиться на более реалистичных проектах. Несколько членов команды начали открыто сомневаться в методах и подходах, используемых в работе. В этот момент доктор Смит предложил провести иную серию экспериментов, основанных на сочетании древних и современных технологий. Он настаивал, что методы, используемые древними металлургами, были гораздо более комплексными, чем предполагали современные ученые. На фоне этих споров один из молодых исследователей, Лиза, предложила взять за основу новую теорию о памяти металлов. Согласно этой теории, каждый металл мог запоминать условия, при которых он был обработан, и в зависимости от этого изменять свои свойства. Это предложение вызвало бурю обсуждений, но в конечном итоге команда согласилась попробовать. Они начали исследовать, как различные методы обработки и температуры могли влиять на конечные свойства сплавов. Тем временем в Латинской Америке обнаружили еще один загадочный артефакт.
Это была металлическая чаша, которая, как считали, принадлежала древним инкам. Исследователи обнаружили, что чаша была невероятно легкой и прочной, и ее состав оказался схожим с теми, что уже изучались. Эта находка вновь подняла вопросы о возможностях древних технологий, и команда решила изучить артефакт более тщательно. Лиза вместе с несколькими коллегами отправилась в Латинскую Америку, чтобы взять образцы и провести анализ. На месте они столкнулись с местными археологами, которые были недовольны тем, что иноземные ученые забирают артефакты для исследований. Споры вспыхнули, и исследователи поняли, что должны не только получать данные, но и работать в рамках культурной этики. Возвращение в лабораторию ознаменовалось новыми надеждами. Образцы из чаши показали многообещающие результаты. При проведении тестов на прочность и легкость они приблизились к желаемым характеристикам. Однако даже когда команда начала обрабатывать новые данные, конкуренция внутри группы стала нарастать. Одни считали, что достижения Лизы и ее команды недооценены, другие, что они слишком рано радуются успеху. Конфликт достиг своей кульминации, когда одна из старших ученых, доктор Эмили, предложила изменить направление исследований и сосредоточиться на альтернативных источниках, таких как древние тексты и ритуалы. Это предложение вызвало гнев у многих членов группы, которые считали это откатом к недоказанным методам. Напряжение нарастало, и команда оказалась на грани раскола. Разногласия между исследователями углублялись, и каждый новый эксперимент становился не только тестом материалов, но и проверкой на прочность самой команды. Каждое открытие поднимало новые вопросы, и все больше людей осознавали, что за разгадкой древних технологий может скрываться не только научная истина, но и культурные конфликты, которые могут оказать влияние на будущее исследований. Команда в Кембридже оказалась на перепутье. После напряженных споров и конфликтов они решили, что пора обратиться к древним текстам, которые в последние месяцы часто упоминались в их обсуждениях. Лиза, вдохновленная последними находками, предложила сосредоточиться на древнешумерских и древнегреческих манускриптах, в которых можно было бы найти упоминания о уникальных сплавах и технологиях. Исследователи начали совместно работать над переводами, надеясь, что скрытые тайны этих текстов могут привести к прорыву в их работе. Во время работы над переводом одного из шумерских текстов Лиза наткнулась на фразу, которая привлекла ее внимание «металл, который поет при свете». Это описание вызвало у нее мурашки. Возможно, это было упоминание о свойствах сплава, которые придавали ему уникальные звуковые характеристики. Вместе с коллегами Лиза решила изучить контекст этой фразы, что привело их к описанию ритуала, в котором использовались металлические инструменты. Команда стала подозревать, что древние металлурги могли использовать не только физические свойства металлов, но и их взаимодействие с частотами звуковых волн. Эта концепция открыла новый взгляд на технологии, о которых шла речь в текстах. В ходе дальнейших исследований Лиза обнаружила еще одно упоминание о музыке металлов, которое в древнегреческих текстах связывалось с мифами о божественных кузнецах. Эти боги якобы обладали уникальными знаниями о том, как обрабатывать металлы, чтобы они издавали звуки, способные изменить реальность. В лаборатории началась настоящая буря обсуждений. Некоторые члены команды были скептически настроены, считая, что подобные идеи не имеют под собой научной основы. Однако доктор Смит, вспомнив о теории памяти металлов, призвал к экспериментам. Он предложил провести тесты, чтобы определить, как звуковые волны могут влиять на структуру и свойства сплавов, которые команда уже создала. Команда собрала оборудование для генерации ультразвука и присоединила его к образцам сплавов. В момент, когда начался первый эксперимент, накалилась атмосфера. Все присутствующие с замиранием сердца наблюдали, как звуковые волны пронизывают образцы. Внезапно один из сплавов показал необычное поведение. При определенной частоте он начал излучать легкий свет. Это мгновение стало кульминацией их работы. Теоретическая концепция начала обретать реальность. Лаборатория наполнилась восторженными криками. Ученые осознали, что нашли нечто большее, чем просто сплавы. Они начали изучать, как различные звуковые частоты влияют на структуру материала. Результаты оказались поразительными. Новые образцы стали прочнее, легче и даже воспроизводили некоторые необычные свойства древних артефактов. Согласно произведенным тестам, сплавы, подвергшиеся воздействию звуковых волн, не только улучшили свои характеристики, но и начали излучать необычное свечение, которое когда-то описывали древние тексты.
Это открытие не только подтверждало их исследовательские гипотезы, но и означало, что они стояли на пороге понимания технологий, которые когда-то использовали древние цивилизации. Но вместе с этим открытием возникли новые вопросы. Как древние куми могли использовать звук для изменения свойств металлов? Насколько глубоко уходили их знания? Эти размышления снова подняли старые споры о том, откуда возникли эти технологии. Внутри команды нарастало напряжение. Каждый осознавал, что находка может не только изменить представление о металлургии, но и поставить под сомнение всю историю технологий. В этот момент команда готовилась к следующему шагу. Они решили провести масштабные эксперименты, чтобы подтвердить свои открытия и, возможно, найти ответ на вопрос, который терзал их с самого начала. Как могли существовать такие технологии в древности? Команда была полна решимости проверить, как новые свойства сплавов, реагирующие на звуковые волны, соотносятся с современными материалами. Лиза и доктор Смит организовали серию тестов, которые должны были сравнить созданные сплавы с высококачественными современными материалами, такими как углеродное волокно и титан. Они хотели выяснить, может ли новый сплав обеспечить такие же или даже лучшие характеристики, чем современные аналоги. Первым шагом в эксперименте стало создание нескольких образцов сплавов, которые подвергались воздействию различных частот звука. Каждый образец был тщательно обработан и протестирован на прочность, легкость и устойчивость к коррозии. Лаборатория была наполовину заполнена напряжением. Каждая новая проверка приближала их к пониманию того, как древние технологии могли сопоставляться с современными достижениями. Когда начались испытания, результаты оказались поразительными. Сплавы, подвергнутые звуковой обработке, показали прочность, значительно превышающую прочность углеродного волокна, одного из самых прочных известных материалов. Команда не могла поверить своим глазам, когда данные их тестов стали поступать. Лабораторные показатели свидетельствовали о том, что сплав даже вдвое легче, чем аналогичные современные материалы, но при этом обладал долговечностью, которую трудно было ожидать от металлов. Обсуждения в команде стали более оживленными. Научные собеседования переросли в настоящие дебаты о том, как древние металлурги могли использовать звук для улучшения своих материалов. Лиза начала исследовать возможность, что звук мог служить своего рода катализатором, изменяющим структуру металлов на молекулярном уровне. Это открытие поднимало вопросы о природе самого звука и его воздействия на физику материалов. Однако в центре обсуждений возникло новое напряжение. Одни члены команды настаивали на том, чтобы продолжать исследования и углубляться в методы применения звуковых волн, другие же высказывали опасения, что они могут упустить важные аспекты, если сосредоточиться исключительно на этом. Это привело к расколу в команде. Одни исследователи стремились продвигаться в новом направлении, а другие настаивали на необходимости вернуться к анализу исторических текстов и методам, которые могли быть использованы в древности. В момент, когда сплавы показали свои высочайшие характеристики, Лиза решила, что необходимо провести демонстрацию для широкой аудитории, включая экспертов из других лабораторий и университетов. Она считала, что результаты должны быть представлены общественности и профессиональному сообществу, чтобы вызвать интерес и дальнейшие исследования. Однако идея вызвала разногласия. Сторонники новой теории считали, что это может привести к масштабному прорыву в металлургии, а скептики боялись, что демонстрация может оказаться преждевременной. Тем не менее, решение было принято. Они организовали презентацию, чтобы поделиться данными о свойствах сплавов и их сравнении с современными материалами. В день мероприятия лаборатория наполнилась учеными, журналистами и представителями промышленности. На сцену вышла Лиза, чтобы представить свои находки. Она объяснила, как новые сплавы могли не только соответствовать, но и превосходить современные материалы. В этот момент, когда эксперты начали задавать вопросы, напряжение в зале возросло. Некоторые участники высказывали сомнения в достоверности данных, а другие утверждали, что это открытие может быть началом новой эры в металлургии. Споры разгорелись, когда в зал вошел известный ученый, который серьезно скептически относился к теории о звуковых волнах и их влиянии на металл. Он начал активно оспаривать выводы Лизы, требуя дополнительных доказательств. Ситуация накалилась, когда Лиза, собравшись с духом, предложила провести демонстрацию в реальном времени. Это было рискованное, но смелое решение,
Она предложила протестировать образец сплава на месте под воздействием звуковых волн, чтобы продемонстрировать их уникальные свойства. Зал замер в ожидании, и все взгляды устремились на нее. Это обещало стать не только кульминацией их исследований, но и решающим моментом, который мог изменить представление о древних технологиях и их влиянии на современность. Лиза, собрав всю свою смелость, подошла к экспериментальному стенду, где находился образец сплава, подвергнутого звуковым волнам. Она знала, что этот момент может стать решающим не только для ее команды, но и для всего научного сообщества. В зале царила напряженная тишина, когда она включила оборудование, и звуковые волны начали заполнять пространство. Сплав, реагируя на частоты, начал излучать легкое свечение, которое исходило из его структуры. Участники демонстрации замерли, наблюдая за тем, как металл словно оживает под воздействием звуковых колебаний. Как только звуковое воздействие достигло своего пика, образец сгенерировал мощный отклик. Внезапно в воздухе раздался мелодичный звук, который напоминал звон колоколов. Это явление стало настоящей сенсацией, и публика была поражена. Скептики в зале, включая известного ученого, начали менять свое мнение. Они не могли игнорировать эффекты, которые происходили на глазах. Лиза объяснила, что звук, по-видимому, не только изменяет структуру металла, но и может иметь потенциал для создания новых, более прочных и легких материалов. Она подчеркнула, что это открытие может изменить подход к разработке сплавов, что откроет двери для новых технологий в различных отраслях, от аэрокосмической до медицинской. По окончании демонстрации в зале разразились аплодисменты. Обсуждения о результатах продолжались, и вскоре команда Лизы получила приглашение от других научных учреждений и компаний, интересующихся новыми сплавами и их возможностями. Появилась перспектива международного сотрудничества, и исследования в области звукового воздействия на металлы стали популярной темой. Научные статьи о новых свойствах сплавов начали появляться в престижных журналах, и команда поняла, что она находится на пороге новой эры в металлургии. Лиза и ее коллеги стали инициаторами новых исследований, направленных на изучение звуковых волн как средство модификации материалов. Параллельно они продолжали изучать древние тексты, чтобы понимать, как древние цивилизации могли использовать подобные технологии. Их работа привела к созданию международной конференции, на которой ученые делились своими открытиями и идеями. Это событие стало важной вехой в развитии науки, и команда Лизы приняла активное участие в формировании нового направления исследований. С каждым новым открытием команда ощущала, что они не только раскрывают тайны древних технологий, но и создают будущее для металлургии. Научная общественность начала осознавать, что древние знания могут быть не просто артефактами прошлого, но и ключами к новым технологиям, которые могут изменить не только промышленность, но и повседневную жизнь. Они поняли, что, изучая достижения предков, можно создавать совершенно новые материалы и технологии, которые повлияют на будущее человечества. История исследователей, их открытия и вызовы, с которыми они столкнулись, оставили след в памяти всех участников. Это стало напоминанием о том, что наука — это не только исследование, но и постоянный поиск ответов на вопросы, которые могут изменить представление о мире. Каждое открытие не только добавляет новые знания, но и открывает новые горизонты для будущих поколений. Команда, стоя на этом перекрестке, осознала, что их работа только начинается и что впереди ждут еще более потрясающие открытия.